Добрый день, меня зовут Юля Сайфан, я художница. Сегодня очередное видео «Вопрос-ответ». Первый вопрос меня застал врасплох. Очень нравится ваш стиль рисования. Можете сказать, как он называется? Скажу вам, совсем непросто назвать что-то конкретными словами. Начну издалека. Как же я понимаю стиль в визуальном искусстве? Это влияние других художников. К примеру, есть глыба в искусстве Эль Греко. Он влиял и продолжает влиять на других художников. В его полотнах видели вдохновение и Жан де Лакруа, Эдуард Мане, Поль Сезанн. Они переработали через себя то, что увидели в картинах Эль Греко, и на выходе у них получилось что-то другое, нечто свое. Это были люди другого времени. У них было другое окружение. Они выросли в других семьях. Они стали не менее значимыми фигурами в искусстве, однако можно проследить след Эль Греко в их творчестве. Это был пример переработки с целью получить что-то свое. А теперь несколько другой пример того, как творческий человек погружается и растворяется. Я была знакома с Элвисом Пресли. Да, самым настоящим, которого звали Яков. Высокий мужчина, средних лет, с шикарными бакенбардами, красивой шевелюрой. Одевался он современно, но в разговоре часто упоминал, что в шкафу у него висит с десяток костюмов Пресли. Еще он ездил не раз в Америку на конкурсы двойников. Не могу припомнить, выступал он или нет, но думаю, что, скорее всего, он пел. И, возможно, он звал на эти концерты свои, но желание увидеть его на сцене у меня не возникало. Этим я хочу вам показать, как человек может стереть себя и заменить себя кем-то другим. Поиск стиля – это лабиринт. Придется побродить, походить в поисках выхода. Примеряя стиль одного художника или другого на себя, вы не можете им стать. Делать как он, думать как он, жить как он. Но можно взять то, что лежит на поверхности. Если вы перенимаете технические приемы, чем больше у вас знаний по композиции и рисунку, тем проще понять, как сделаны те или иные вещи. Что же такое стиль?
Как он формируется? Это совокупность индивидуальных особенностей личности с его знанием творческих приемов. Стиль – это и есть узнаваемость. Хочу я этого или нет, так или иначе стиль формируется, потому что это мои индивидуальные особенности. Это мой почерк, основанный на моих знаниях. Это то, что меняется в течение жизни, потому что жизненные обстоятельства меняются. Тут можно упомянуть профессию иллюстратора, потому что часто приходят заказы под определенный стиль, но даже в этом есть развитие. Человек придумывает разные приемы, с которыми ему удобно работать. Мне важно отметить, что стиль – это не самоцель, это путь. На этом пути вы перерабатываете знания извне, формируя свое. Осталось время еще для одного вопроса. Что я делаю со своими работами? Я продаю свои работы, со мной связываются, я посылаю в любую точку мира. Работы у меня небольшие, их легко посылать заказным письмом в любую точку мира. Если вам понравилось это видео, на канале есть и другие. Посмотрите, может быть, вы найдете что-то полезное для себя. До свидания.